Сегодня прекрасный день для следующей руны Райда. Самая замечательная руна пути. Они все замечательные, но руна Райда сама по себе, она очень емкая. Вот мы будем сегодня рассматривать руническую сетку, вы увидите, что насколько она многогранна. И следующая за ней Кена точно так же очень мощная. Эта руна закрытая. То есть все процессы, которые будут происходить внутри вас, но как в зеркале будет происходить отражение. Но это отражение будет не статичным, а динамичным. Поэтому руна Райда, сразу предупреждаю, то, что вы думаете, то, что вы говорите, на что вы направляете свое внимание, оно сразу же будет реализовано. Не сию секунду, конечно. Не забываем, что мы в Мидгарде, но она будет проявляться. Это как руна пути. Сама по себе руна Райда — это защитная руна. Очень мощная защитная руна в дороге. Иногда обереги рисует Альгиз, Райда Альгиз. Альгиз — это пассивная защита, предупреждающая защита, но сама руна Райда, она между двух Альгизов, она уже сама по себе является защитой. Защита, в чем работает защита руны Райда? Она работает в том аспекте, что если ты двигаешься, ты защищен. Как только ты останавливаешься, твоя защита ослабевает. Это как, представьте себе, на скоростной магистрали. Вы едете, очень большие скорости. Если вы резко затормозите, то вы можете попасть в аварию. То есть кто-то сзади на вас набит. Точно так же, если вы будете быстро двигаться или, допустим, будете невнимательны на дороге, не будете предупредительны, не будете просчитывать на несколько шагов вперед. Вот, например, меня когда учили водить автомобиль, меня учили смотреть не на ту машину, которая впереди тормозит, на красные фонари, а на машину вперед или на две машины вперед. Инструктор говорит: смотри, вот две машины вперед затормозили, значит это будет тормозить, а ты уже предупрежден. То есть это то, что просчитывается на шаг или на два вперед. Вот руна Райда заставляет контролировать процесс, притом контролировать своим вниманием. И все процессы, которые происходят вокруг вас, это все процессы, которые вы направляете своим вниманием. Если вы нацелены вперед и смотрите вперед, и ваше внимание направлено вперед, то вы можете видеть. Как только отвлеклись в сторону, как только оглянулись назад, вы уже пропустили миг, который на вас надвигается. Вот опять же, ассоциация с управлением автомобиля очень ярко характеризует руну Райда. Отвлекаться нельзя, нужно все время смотреть вперед, особенно на большой скорости. А Райда — это движение. С помощью руны Райда, объединяя ее с руной третьего этира Эвос, можно путешествовать между мирами. Если вы посмотрите на древо жизни, которое у вас должно быть перед вами распечатано, то вы можете увидеть, что руна Райда соединяет два мира — Асгард и Муспельхейм. Муспельхейм — мир перемен, то есть Дагас — символ этого мира, перемены, мир огня, стихия активности, и в то же самое время Геба — символ руны Асгарда, партнерство, перемены в партнерстве, перемены при взаимодействии. И вот руна Райда очень хорошо вам должна будет показать, идете вы своим путем или вы идете чужим путем. Если вы идете чужим путем, вы в опасности. Если вы идете своим путем, вы защищены. Это особенность Райда. То есть путь должен быть свой. И вот на этой неделе вы просто четко поймете, идете вы своим путем или идете вы чужим. Если подмена пути, если ошибочен ваш путь, то есть если вы где-то заблудились, отошли в сторону, не совсем точно, сбились с пути, руна Райда — это, можно сказать, что даже компас. Вот она очень интересно, она входит в руны прибоя, если вы помните, Райда, Эйвас и Лагус. То есть Райда
защита в потоках. Она первая руна триадных рун, руны прибоя. Вот эти потоки или это движение, или свой путь, это защита. Защита от страхов. То есть о чем это говорит? Это может говорить о том, что в процессе активации руны руна покажет вам, если есть страх, неуверенность, сомнения, это значит не ваш путь. Потому что когда дух чувствует, что идет своим путем, сомнений никаких нет. Есть уверенность. Притом эта уверенность такая, что объяснить ее очень сложно и практически даже невозможно. Она необъяснима. Вот есть уверенность и все. Знаю. Откуда знаешь? Не знаю, но знаю, что правильно. Вот руна Райда тоже дает вот эту уверенность. Опять же, почему-то я хочу провести такую параллель с автомобилем. Это когда размышлять правильно, неправильно, уже поздно. Если ты неправильно повернул, значит тебе придется где-то разворачиваться, возвращаться и так далее. Иногда путь или маршрут планируется заранее. Знать, представить мысленно, где ты должен повернуть, то есть или посмотреть навигатор, или посмотреть карту, как ты будешь ехать, где ты будешь поворачивать, куда ты свернешь, как ты поедешь и так далее. То есть выбирается маршрут до начала маршрута. Потому что если вы будете двигаться на большой скорости, а Райда будет давать динамику, то естественно, что времени на спросить, а куда повернуть, там направо мне или налево, точно нет. Это надо остановиться. Остановка нежелательна, она даже может быть опасна. А движение должно быть продуманным, то есть нужно продумывать. Час где-то через 100 метров, как навигатор, поверните направо, через 150 метров поверните направо. И нужно вот примерно уловить эти 150 метров, чтобы повернуть направо. Почему-то не налево, а именно направо надо повернуть, чтобы приехать к конечному пункту назначения. Вот в Райда аналогичный момент. Самое интересное, что если мы автомобилем управляем с помощью какого-то механизма, то Райда мы управляем с помощью своего внимания. Наше внимание, притом внимание не только по рунической сетке, вы сразу поймете, о чем я говорю. Наше внимание, все внимание, всех 7 энергоцентров. Вот это внимание, оно и определяет наш, то есть и будхиальное внимание, и каузальное внимание, и ментальное внимание. Все внимание, которое у нас может быть собрано в осознанность, осознанное внимание, я бы так сказал, оно управляет нашим путем. Это тот механизм, который управляет нашим движением. Вот руна Райда вам это будет показывать, каким вниманием вы будете управлять вашим, условно говоря, автомобилем. Руна Райда, ее называют верховая езда, еще иногда ассоциируют с колесом сансары, если хотите, или колесом судьбы. Ассоциирует руну с дорогой, с путем, с неким воссоединением. Знаете, раньше ассоциация Райда, это у нас сейчас с автомобилем, это железный конь, раньше с конем было. То есть восседание, классическое понимание еще восседание или объединение. Путешествие, само движение. В любом путешествии ставится цель, потому что если путешествовать бессмысленно, то есть не рассчитать свои силы до конечного пункта. Знаете, я в свое время занимался пешеходным туризмом, и был такой поход 3-й категории сложности в Каракум. Мы проходили такой довольно сложный маршрут, сначала через песочки, потом проходили через степные пустыни, и у нас был четкий расчет от стоянки до стоянки, потому что это было связано с водой. Подростками еще были, по нормам всем там не более 30 километров в день, а тут жара, 40 градусов, вода, много воды не возьмешь, потому что тяжело идти. И мы брали воду именно от перехода до перехода. И иногда приходилось проходить не 30 километров, которые положены для подростков при переходе пешеходном туризме, 40-45. Иначе, если бы мы сказали, все, 30 километров, мы же подростки, мы не можем 30 километров, все, 15 километров не дошли бы до воды и все. Вот где-то тоже такая ассоциация, когда назначается путь. Вот иногда в пути нужно доехать. Если, например, не рассчитать, то ты можешь или не дойти, или не добраться, или не хватить сил.
не хватит сил. Поэтому райда в какой-то степени дает расчет. Например, можно, конечно, бежать там определенный километраж, но если сил недостаточно, то лучше этот километраж пройти чуть дольше, но пройти спокойно, размеренно, да. Или можно, например, вроде бы начать хорошо динамику, там, пробежать первую дистанцию, первую часть дистанции, на вторую выдохнуться и уже доползать. Вот райда дает еще такое ощущение силы, оно дает почувствовать силу, где нужно ускориться, где нужно сберечь силы, где нужно сэкономить. Это все процессы происходят внутри. И эти ощущения, они даются именно внутренне. Но я когда говорю там руна внутренних процессов, это значит, что внимание ваше будет направлено на внутреннее, но, естественно, внутреннее будет давать определенный событийный ряд внешний. То есть, если, например, ансус это взаимодействие, это внешняя руна, то есть это чистое взаимодействие с внешним, и по внешнему признаку отслеживается внутреннее, то руна райда, она закрытая, и она показывает внутренний процесс. То есть отслеживание идет только на внутренних процессах. Но, естественно, событийный ряд, он ассоциируется. То есть моменты такие, ой, со мной что-то происходит, ну, там, вокруг меня, не внутри, а вокруг меня, непонятно, какие-то случайности происходят. Открою вам страшную тайну. Во-первых, в руне райда сидят предшествующие руны, это первое. А страшная тайна заключается в том, я ее беру в кавычки страшная, я вам, наверное, не скажу никакую не тайну, то, что руна райда, как и все последующие, они сидят. Руна райда, как и любая другая руна, они показывают определенные аспекты наших, в первую очередь, недостатков. То есть, что нам мешает проходить правильно потоком, что мешает двигаться этим потоком. Даже хорошее, плохое даже если происходит, или какие-то событийные вещи происходят, то случайностей нет. Вот я вам хочу сказать, что с момента, как вы взяли в руки руны, случайности исключены. То есть никаких случайностей нет. Наоборот, обращаем внимание на знаки, потому что если две случайности, это уже все, это уже правило. Еще одна случайность может нас удивить, а две, даже не похожие, но говорящие об одном, это уже не случайность, это закономерность. И вот очень интересно, руна райда очень ярко будет показывать знаки. Знаете, знаки, вот на дороге знаки появляются, да? Пешеходный переход, там, опасность, или там, обгон запрещен. Точно так же и по жизни бывают такие знаки, там, туда не ходи, сюда не ходи, сюда ходи. Вот у тебя шанс есть какой-то. Это не значит, что мы должны хвататься за все эти шансы, да, там. Но шансы будут предоставляться, будут показываться. Вот для чего они будут предоставляться и показываться? У каждого будут свои варианты. Но руна райда показывает наши возможности, наши шансы, наши знаки. У каждого знаки будут свои, сугубо индивидуальные. И никакие массовые шаблоны, они не работают. Не пугайтесь снов, потому что вы не только будете видеть дорогу в реале, но и в виртуале, будем так говорить, и в снах. Будут необычные картинки, необычные миры, необычное сознание, но это будет вот в пути, в движении. Если что-то запомните, мелькнет что-то, пусть вас это не пугает, руна так работает, она прочищает каналы. Еще руна райда — это каналы, установление каналов. Хочу заметить, что вот установление каналов райда, она подготавливает нас к геба, партнерству. У нас будет кена, видение, да, а потом у нас будет геба, партнерство. То есть перед тем, как мы установим партнерство с богами или с Богом, там, покровителем, кого мы выберем. Знаете, но обычно не мы выбираем богов, боги выбирают нас, а у нас возникает желание, ну, более приемлемый к нам бог, да, вот мы говорим, о, мне Один ближе, или там Фрея ближе. Ну вот, значит, мы выбрали, это бог мне ближе по образу. На самом деле, это бог отбирает себе человека, мастера, да, вот, это нам так кажется, что мы выбираем. Руна райда, она тоже будет подготавливать, прочищать каналы, и поэтому вот если путь где-то хромящий, да, хромающий, или путь не ваш,
то это будет все показываться. Поэтому такая рекомендация, потому что я не хочу говорить, это совет или там еще такая рекомендация. Не пытайтесь сопротивляться. Ну, сопротивляться чему? Ну, это все равно, что, знаете, есть педаль тормоза, да, вы на большой скорости пытаетесь открыть дверь и тормозить ногами, при этом нажимая на газ. Ну, вот такая грубая ассоциация. Поэтому вот, чтобы не было вот этого торможения, резкого торможения, вот почему? Руна Райда выведет на динамику. Если вы скажете, ой, нет, стоп, я не хочу, скорость наберется, вы ее можете даже не чувствовать, то доверьтесь Руне Райда, она вас выведет. Вы не вылетите. А вот если начнете дергаться, вот двигаться вправо-влево, вот в этот момент где-то нужно расслабиться. Ну, может быть, здесь ассоциацию с дорогой не тяжело провести. Это не значит, что нужно все бросать и, ну, типа, ладно, как будет, так будет, летим в кювет, сейчас разобьемся, пусть будет. Нет, контроль. То есть вот Руна Райда будет требовать контроль вашего внимания. Не просто контроль ситуации, не просто контроль самого себя относительно эмоций, а вот ваше внимание или кастанедовская точка сборки, она должна быть находиться под контролем. Только вы потеряете контроль вашего внимания, вам сразу же об этом покажет Руна Райда. Вот не напряжение, вот не путайте быть напряженным или быть внимательным. Быть внимательным, держать под контролем свое внимание. Знаете, не заснуть за рулем, не отвлекаться, не разговаривать по телефону, когда едешь, ну и так далее. Ну что, пойдем по сеточке, да?